Всем привет, я Марина, и с вами школа Сакрамел. Посмотрим на эти ногти. Они в тотальных отслойках, они есть на каждом ногте, где-то в зоне кутикулы, где-то по боковым стенкам, а где-то со стороны свободного края. Давайте с вами разбираться, почему так произошло и как все-таки можно было избежать таких отслоек. На самом деле с этой моделью произошла интересная история, и сейчас поделюсь ею. Сначала модель пошла в ближайший салон около дома, выполнила покрытие укрепления ногтей гелем и заметила, что через 3 дня появились отслойки. Тогда она снова обратилась в этот салон по гарантии для того, чтобы ей переделали покрытие. Ей дали другого мастера, хотя до этого выполнял работу топ-специалист, топ-мастер этого салона. Ей все переделали, она проходила с этими ногтями где-то 2-2,5 недели, и мы видим с вами снова, что очень много отслоек. То есть неважно, какой был мастер, какой материал он использовал, все равно есть отслойки. И мне интересно, мне удастся ли побороть это или нет. Сегодня расскажу вообще, что могло послужить таким отслойкам, почему они все-таки могли появиться и как их можно устранить. Ну а мы пока выполняем снятие старого искусственного материала. У меня насадка с фиолетовой насечкой достаточно жестко, поэтому быстро убирает. И самое главное, конечно, убрать возникшие отслойки. Если их оставить и сверху просто положить гору материала, поверьте, то все так и останется, отслойки будут только дальше разрастаться. То есть, возможно, это первая ошибка. Отслойки убираю носиком насадки. Делаю как будто рытвину вокруг отслойки, не по самой ей пилю, для того, чтобы она в дальнейшем отскочила и сама отошла. То есть отслойки я намеренно не подковыриваю, не отрываю, ведь это часто может привести к тому, что отслойка отслоится вместе с частью натурального ногтя, что в дальнейшем ухудшит носибельность покрытия. При этом важно не попадать по здоровой натуральной ногтевой пластине, работаем только с искусственным материалом. Конечно, на такое снятие потребуется гораздо больше времени, нежели чем снять просто покрытие на обычных ногтях, на которых нет отслоек. Работать нужно внимательно, аккуратно, не перепиливая ногтевую пластину. Отодвигаем кутикулу апельсиновой палочкой, раскрывая хорошенько подкутикульный карман. Те отслойки, которые большие, дорабатываю их при помощи пилки. Обращаю внимание, что пилка работает только по искусственному материалу, не по здоровой отросшей ногтевой пластине. Там буду матировать просто бафиком с жестким абразивом. Он взрыхлит чешуйки ногтевой пластины, их правильно подготовит для хорошей носибельности, для укрепления в дальнейшем. Поэтому не стоит слишком сильно перепиливать ногти пилкой для того, чтобы хорошо держалась. И чаще всего происходит наоборот. Чем сильнее попилишь, тем хуже будет держаться, так как пластина будет истончена. Все, мы полностью убрали отслойки. У нас плавный переход от искусственного материала к натуральному ногтю. И теперь приступаем к маникюру. Конечно же, самая главная причина отслоек в зоне кутикулы – это нечистый маникюр и оставшиеся птериги. На первый взгляд кутикула у моей модели очень простая. Небольшая, средняя, скажем так, статистическая, не какая-то сложная. И это коварный подвох, который ждет многих мастеров. Выполняет только поверхностный маникюр и обработку, а внутри остается много птериги, которые в свою очередь влияют на затеки, а они провоцируют отслойки. Поэтому маникюр и подкутикульный карман должны быть чистыми. И после среза, если мы с вами посмотрим под кутикулу, то можно увидеть небольшие склейки, фрагменты пыли, частички кожи. Вот они и будут давать тот самый эффект отслоек. Поэтому после выполнения среза посмотрите, насколько хорошо прочищен карман. И иногда, в некоторых случаях, требуется повторная прочистка, что мы и сделаем также на данной модели. Хорошо оттягиваю кутикулу, специально взяла насадку с еще более тоненьким носиком, с более мягким абразивом, чтобы прямо зашлифовать внутреннюю поверхность, чтобы убрать
кожу, которая осталась, чтобы карман был чистым, гладким, а также шлифую верхнюю часть кутикулы, валик, для того, чтобы у нас не было заусенцев, для того, чтобы прекрасно маникюр носился и радовал нашу счастливую обладательницу. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. Также важный момент для исключения отслоек – это отсутствие пыли. Поэтому хорошо и тщательно убираем пыль либо безворсовой салфеткой, салфеткой, смоченной в обезжиривателе. И посмотрите, какой у нас результат на макро. Чистый подкутикульный карман, нету склеек, нету птериги. В таком случае будет хорошая носибельность. Понимаете разницу? До этого как был карман и сейчас. Это абсолютно два разных итога. И нужно стремиться, конечно же, к чистоте. Мы хотим сделать четкий квадрат, но, как видим, здесь много ошибок, перепиленные нижние параллели и ступеньки, отсутствие уголков, поэтому будем работать твердым материалом. И важно, под гель, под акригель, под моделирующий материал наношу адгезивную подложку в тонкий слой, тщательно промазывая боковые стенки и близко к кутикуле. Видим, что отсутствуют боковые стороны. Ноготь сужается. То есть до этого мастер пытался сузить ногтевую пластину, поэтому неправильно опиливал. И видим вот такие диагональные линии от точки вроста до свободного края, что является ошибкой и ухудшает носибельность. Поэтому будем восстанавливать отсутствующие боковые стенки и нижние параллели при помощи акригеля. Благодаря этому материалу мы сразу можем увидеть будущую форму, какой она будет четкой, сформировать нужную продольную арку и нужные линии. Конечно, можно было поработать и гелем, взять гель-желе, им достроить, но такие ролики у меня были недавно на канале, а с акригелем мы давно как-то не работали, поэтому хочу показать сегодня именно такую технику. И все-таки считаю, что мастер должен быть универсален, уметь работать различными материалами, знать особенности работы с ними, тогда вы без труда сможете правильно подобрать вид материала под ногти клиента и, соответственно, будет хорошая носибельность, без отслоек. Просушили акригель и приступаем к опилу. Сначала свободный край, четко по 90 градусов, боковые стенки ровными длинными движениями и слегка можем опилить поверхность. Сразу предупрежу, что толщину на свободном крае мы оставляем, уберем ее уже после топа. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, там вы найдете много полезной информации для мастера. Все, теперь у нас получился прочный свободный край, но видим, что не хватает материала в зоне около кутикулы, ногти плоские, даже слегка возвышаются к свободному краю. А вот в зоне кутикулы буду достраивать ликвид гелем. Это гель, который имеет некоторую пластичность, а соответственно мягкие ногти моей модели будут изгибаться, гель будет повторять эти изгибы и будет хорошо носиться. Видите, какую мы тут комбинацию выполнили? Не просто гелем укрепили, а акригель плюс ликвид гель. Так тоже можно. Можно было и просто гелем сработать. Но до этого у модели был гель. И почему были отслойки? Потому что, скорее всего, сначала опилили свободный край, а затем выполнили укрепление гелем просто в технике выравнивания. На кончике оказалось мало материала, он был полупрозрачным, так же как и в зоне боковых стенок материал лежал полупрозрачно, а гель не любит такого тонкого нанесения, поэтому, конечно же, дает сколы и отслойки, потому что натуральный ноготь скручивается, а такой тонкий слой геля, он просто неносибелен. Вот и все. Поэтому важно правильно соблюдать схему выкладки материала, опила, не выкладывать слишком тонко, не перепиливать материал. И теперь приступаем к дизайну. Для этого мне потребуется серебряный кошачий глаз. Наношу быстро на свободный край и кисточкой для омбре растушевываем к зоне кутикулы, делая такой плавный переход. Теперь собираю блик, подношу сильный магнит с трех сторон и затем ребрышком формирую как будто бы линию френча.
Получается очень красиво. Но, конечно, просто так это смотрится как-то скучновато уже. Наверное, это один из самых популярных и быстрых дизайнов, но как-то смотрится уже простовато, поэтому добавим новомодные слайдеры. По-другому они называются парящий френч. На самом деле, скажу, это тот еще квест, то еще удовольствие. Нужно каждый слайдер вот так вот вырезать, потом вырезать серединочку. Можно этого, конечно, не делать, но остается пленочка. Результат мне не понравился. В интернете я видел много мастер-классов, каким образом крепят эти слайдеры, и, как я поняла, проще всего приподнять его плоской кисточкой и вот так установить на ноготь. И в чем самый главный подвох? Правильно подобрать слайдер по ширине ногтя. Лучше взять слайдер пошире, усики, если что, можно подрезать, нежели чем мы возьмем слайдер более узкий по размеру. Кстати, в этом наборе даже самый широкий слайдер не на такую уж-то и широкую пластину, вот поэтому их еще нужно и правильно подобрать. Ну не знаю, считаю, что такие слайдеры должны стоить минимум как рисованный френч, не меньше, потому что мороки немало. А мы покрываем топом, слегка подвыравнивая ногтевую пластину, чтобы поверхность была ровной, и выпиливаем изнаночки ту самую толщину, которая образовалась. Также убираю натуральную ногтевую пластину, чтобы у нас ничего теперь не отслаивалось. Переворачиваем и формируем линию торца. Выполняем толщину около 1 мм, где-то 0,7. Это хорошая носибельная толщина, которая позволит носить ногти без сколов. Ну и, конечно, прохожу слегка пилочкой по боковым сторонам и свободному краю для большей четкости. При необходимости изнутри можно перекрыть топом. И наш результат невероятно красиво и блестяще, при этом нежно. А как вам результат? Пишите в комментариях. Также смотрите другое видео у меня на канале 25 причин отслоя гель-лака. Ну а я желаю всем крепких ногтей, чтобы ничего не отслаивалось. Всем успехов! Пока-пока!